Всем привет! Ну и пришло время рассказать, сколько денег мы потратили в Нячанге за наши holidays. Мы находились в Нячанге 4 ночи и 3 дня. Соответственно, просто пройдусь по счетам, чтобы вы примерно представляли, на что у нас ушли деньги. На дорогу из Сайгона в Нячанг и из Нячанга в Сайгон мы потратили $130 на 4 билета, соответственно, у нас было двое. Еда в Нячанге у нас за все эти дни вышла $190. Опять-таки, я хочу сказать, что, я не знаю, много это или мало, но можно было бы и поменьше тратить, если бы мы не заказывали все как сумасшедшие, а мы это делали. Вот, но, наверное, где-то половину можно было бы сократить наши расходы на еду, если бы мы просто заказывали по одному блюду, а не по 4. Отель у нас вышел $63 за 4 ночи. И такси, кстати, да, такси у нас вышло в $43, между прочим, потому что Нячанг он не настолько маленький, да, мы много гуляли, но все равно только доехать до Винперла или того же ресторана Нячанг Суо, о котором я рассказывала в предыдущем ролике, это все стоит там туда $5, сюда $5, ну и в результате это вышло у нас в $43 такси. На Винперл мы съездили на Винперл, собака никуда не ходила. Мы съездили на Винперл и за билеты туда, за двоих, соответственно, и еще там мы снимали локер, куда мы наши вещи оставляли, когда пошли в аквапарк, мы потратили $68. Ну и крем от загара я купила $14, между прочим, крем от загара, поэтому везите свои вещи. Все вместе наша поездка вышла в $527. Вот такие вот расценки на 4 дня, $527. Ну, в принципе, я рассчитывала, если честно, хотела поехать так более бюджетно, просто посмотреть, как это, но, к сожалению, в нашей семье очень сложно сохранять, экономить деньги. И я тому проблема, потому что я просто их не умею экономить. Вот, ну, в принципе, вся наша поездка в Нячанг. Еще хочу рассказать одну новость. Мы купили билеты в Россию. Билеты вышли на человека $1400, Emirates туда и обратно. Ну, дофига, если честно, я рассчитывала, я ни на что не рассчитывала, я понимаю всю ситуацию происходящего, но $1400, ну, дофига, вот честно. Если бы я бы ездила в Россию пораньше, да, например, я 4 года там не была, соответственно, не в России дело, я не видела своих родителей, бабушек 4 года, и вообще из Вьетнама хочется сейчас выбраться, поэтому мы решили поехать в этом году, потому что уже давно не видели родных. Ну и, соответственно, мы еще будем знакомиться с родителями, поэтому у нас план предстоит такой грандиозный. Едем мы на 5 недель, то есть чуть больше месяца. И из этих 5 недель мы еще, 2 недели, в общем, будем путешествовать. То есть мы приедем в Москву, потом поедем в Подмосковье, где живут его родители, потом поедем к моей бабушке в город Котлас, который находится вообще не близко, это еще сутки езды на поезде. Лететь я не полечу, потому что, честно, туда не летают самолеты нормальные, а еще сейчас со всей этой ситуацией, в общем, решили поехать на поезде. Туда сутки до города Котласа, в Котласе пару дней, обратно мы поедем уже в Питер ко мне, знакомиться с моими родителями. Как я поняла, мы приезжаем прямо на мой день рождения, а я тот человек, который не люблю праздновать день рождения, точнее, я его люблю праздновать. Но вот, по-моему, как я проснулась в свой день рождения вот в этот день утром и решила, хочу делать то. И пошла и делаю то, а не то, что собирать большие компании. В принципе, я это никогда не делаю. Но в этот раз, наверное, все-таки придется. Ну и после этого дня мой уедет в Москву обратно к себе. Я останусь в Питере, у меня будет, получается, где-то 2-2,5 недели я проведу в Петербурге.
И потом за неделю или за 5 дней до отлета я поеду в Москву. Хочу встретиться со своими друзьями. У меня, кстати, в Питер летит подруга из Владивостока со своим мужем. Моя лучшая подруга, мы с ней уже знакомы, ну, наверное, лет 25. Сейчас считать точно не буду, но очень много. Мы с первого класса вместе. То есть я ее увижу в Питере, потом в Москве уже встречусь со своими друзьями из Вьетнама, которые во время локдауна или после локдауна во Вьетнаме в том году уехали в Россию. Ну и в основном все поехали в результате, ну, оказались в Москве. Вот, планы большие, также хочу походить по докторам, потому что во Вьетнаме стоит, например, увидеть кожного доктора, дерматолога, это стоит $100, да, за визит, поэтому я жду Петербурга, жду Россию, русских цен. Не знаю, сколько сейчас, что там стоит, опять-таки курс меняется, но я очень рада, что я выбираюсь, поэтому через месяц уже буду вылетать. Да, кстати, мы летим с пересадками, прямых рейсов, естественно, нету. Мы летим через Дубай, и наши билеты у нас, по-моему, в Дубае туда 4 часа ожидания, а обратно, я не помню, или 6, или 16. Разница, я понимаю, большая, но, в общем, как-то так. Но уже, в принципе, не принципиально, все равно придется ждать. Да, и получается, мы вылетаем 8-го, прилетаем 9 числа. И обратно также 12-го вылетаем из России, и 13-го уже будем во Вьетнаме. Ну и пока что это все происходит, у меня заканчивается моя временная резидент-карта. Соответственно, мне надо что-то решать. Пути развития событий несколько. Первый, самый простой, это сделать одномесячную туристическую визу. Получается, я въезжаю по ней во Вьетнам, и через месяц мне нужно будет опять ее продлевать, опять выезжать из Вьетнама. Можно будет съездить в Камбоджу на автобусе, съездить туда-обратно. Ну, тоже это будет стоить денег, но там, по-моему, меньше $50 стоит этот процесс. Или даже, как-то так. Я еще точно не считала, там просто посмотрела. Вот, в общем, это первый вариант, но каждый месяц приезжать в Камбоджу это очень неудобно, потому что это занимает время, это где-то 5-6 часов туда-обратно. И да, ты как бы с утра в воскресенье, например, выезжаешь на автобусе, и где-то в 2 часа ты уже возвращаешься обратно в Санкт-Петербург, в Сайгон, во Вьетнам. Но все равно, вы сами понимаете, это такая не очень удобная ситуация. Второй вариант это если школа, на которую я сейчас, с которой я работаю, если они мне согласятся сделать официальное устройство на работу, я единственное не знаю, сколько это стоит, и еще нужен сертификат по образованию, то, что я учитель, чтобы туда устроиться официально, который я сейчас прохожу, на следующей неделе должна уже закончить все курсы, все экзамены, и осталось 2 последних экзамена. И все, и буду ждать сертификата. Это второй. И третий вариант. Мне сказали, что можно за $2000 легально-нелегально сделать разрешение на работу и карту резидента. Тоже буду выяснять, все вам обязательно расскажу по этому поводу. Не знаю, можно ли такое говорить на YouTube? Ну, наверное, можно. Вот. Поэтому все равно секретов от вас не буду держать. Вот такая вот история. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Я благодарю всех, кто подписывается на мой канал. Для меня это очень важно, мне это очень приятно. Просто делаете одного человека более счастливым. И вам хорошего настроения. Пока-пока.